Представители знака зодиака Козерог. Здравствуйте, мои дорогие Козероги. Таро прогноз, гороскоп, события октября 2023 года. Выход из лабиринта, так назвала это видео. И давайте узнаем, что думают карты, каковы подсказки. Хотя, конечно, карты лишь карты. Они не расскажут нам о личной истории, о каких-то перипетиях или тонкостях нашей жизни или каждого из нас. Но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какой-то инсайт вы все равно получите. Или какую-то свою ситуацию, мои дорогие козероги, вы словно на пару шагов просчитаете, куда дело движется, да, чем-то будет видео вам полезно. И конфигурация октября месяца, вот эти планетарные события, постепенный выход из ретроградности как раз может нас, знаете, подводить к какому-то итогу. И этот итог может быть совсем не тот, который мы в первоначальном каком-то варианте могли предполагать. Здесь что-то мы можем передумать совершенно по-другому. Но надо быть, наверное, внимательным, потому что те решения, которые будут приняты в октябре, они могут быть на длительный период времени. То есть, если мы кому-то скажем «нет», то мы, возможно, надолго скажем «нет», на десятилетия. А если мы выберем какой-то правильный путь, то это нам, пусть это будет как-то развиваться не быстро, постепенно, но это где-то по-вашему, так вот надежно, но на долгий период времени, на десятилетия. Вот давайте мы с вами узнаем, разложим карты. И первая карта у нас будет важное событие в течение октября для вас. Вторая карта – неожиданное событие или неожиданности, как видят карты. И третья карта – что у нас завершится или что вы сможете как будто закончить, в чем точку сможете поставить. А какие новые двери откроются или новые возможности придут. Давайте узнаем, что нам может помешать или чему сейчас не время, а что будет помогать, что будет радовать. И достанем три карты по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Первая. Посмотрим энергетику карт. Что по финансам? Октябрь месяц, как видят карты. Что для вас в личной жизни? Опять же, энергетика в целом. И совет от карт достанем, чтобы связать все предыдущие карты. Так, и первую карту открываем. Важное событие для вас, мои дорогие козероги. Ну, сама по себе динамика и работа с информацией. Я называю пятерку жезлов информационный хаос. Когда настолько разношерстная и разрозненная информация может приходить. Знаете, это как сегодня сказали утром одно, в обед пришло касаемо той же самой темы. Какое-то другое известие противоположное, а к вечеру что-то проясняется и выясняется, что вот два предыдущих сообщения, они вообще не в тему и не имеют никакого значения. Поэтому, с одной стороны, первая говорит к нам карта: не спеши включаться в какой-то вопрос. Вот не торопитесь. Видимо, правильная работа, повторяюсь, с информацией для вас на весь октябрь месяц будет означать, что мы кому-то не дадим заранее обещаний, или не начнем участвовать в том деле, что более интересно кому-то, а не нам, или то, что какой-то фейк. Вот, кстати, такое тоже может быть. Мы так вот продумаем и пропустим, скажем, да нет, это какая-то ерунда. Но самое главное, мы не потратим куда-то энергию, мы не пронадеемся, может быть, на кого-то, потому что мы очень рассудительны. Вот это будет важно. Нет как будто чего-то глобального. Все у вас под контролем. Вы будете решать, чем заниматься, а кому, может быть, сказать нет. Вот тут такое может проиграться. Давайте откроем карту неожиданности. Много непонятностей по карте Луна. Это сумерки, это туман. Что-то может быть, как, знаете, приходит информация. Вот мы только что об этом говорили. И какая-то неразбериха. Что-то просчитать невозможно. Я должна сказать, когда Луна выпадает, нужно себя беречь, мои дорогие козероги. Потому что по Луне мы чего-то не видим. Мы можем, правда, какую-то совершить оплошность или принять какое-то неправильное решение, но я бы даже сказала, здесь не то, что неправильное решение, как работа мысли и интеллекта, а вот по Луне мы чаще ошибаемся, когда что-то делаем, небрежно, или думаем, прокатит. Вот есть такое слово, да, всегда прокатывало, чего вдруг сейчас не прокатит, а вот тут раз и не прокатило. Или мы чего-то не в обстоятельствах вокруг нас, чего-то вовремя не подметили.
а где-то, знаете, как оступиться словно можем. И, повторюсь, не есть что-то глобальное, но на какой-то момент себе такую помеху добавить вполне вероятно мы сможем. Поэтому, ведь это только карты. Будьте внимательны, как и к информации. У нас рядом информационного хаоса, как я ее назвала, карта выпала. И значит, действительно, какие-то ошибочные чьи-то суждения или чьи-то видения ситуации, обстоятельств могут воздействовать на нас. Или нас могут к чему-то склонять, чтобы мы приняли, точнее, какую-то точку зрения. Может быть, кого-то поддержали. Тут ведь у нас своего рода соревнование какое-то, ну, типа конфликта. Нас могут пытаться втянуть в какой-то конфликт или в какие-то разборки, а нам туда не надо. Вот, наверное, позиция стороннего наблюдателя будет действительно для вас важна. И знаете, как все подмечаем, так и свои шаги словно высчитываем вот так буквально методично, что я делаю. Тут в моменте здесь и сейчас, в течение месяца придется быть, не расслабишься. Но по карте Луна у кого-то из вас, мои дорогие козероги, изменения могут быть или перемены дома, в личной жизни. В хорошем смысле карта Луна проигрывается как тепло домашнего очага, где нас любят, где нас понимают, или то место комфорта, куда мы возвращаемся отдыхать. Может быть, вы будете что-то дома улучшать, и такое тоже может быть. Что завершится, давайте узнаем. Или в чем вы разберетесь окончательно. По королю кубков проходит у нас, ну, какая-то ясность может наступить в личной жизни, правда? Или какие-то вопросы, которые связаны, может быть, с вашим партнером. Или, может быть, партнером по браку, или с кем вы вместе проживаете. Может быть, еще отношения не оформлены. Я не могу сказать, что тут явно что-то завершится, но, может быть, была какая-то тема, в которой вы сомневались, а здесь вы что-то определитесь точно. У кого-то это может быть какая-то история, которая была связана с родственником вашего партнера, и такое тоже. Или это вопросы по работе, может быть, вашего партнера, и была какая-то, ну, может быть, и неразбериха, или была двойственность, или в чем-то вы сомневались. И здесь в плане завершится что-то для вас станет абсолютно точно ясным. Это может быть еще, кстати, по королю кубков, область финансов. Где, каким образом я зарабатываю деньги. Или откуда ко мне приходит, да, материальный доход. Тут ведь у каждого по-разному. У кого-то и пассивный доход может быть. Ну, есть какие-то вопросы на оси отношения, финансы, которые у вас словно могут завершиться, или с чем-то вы можете окончательно разобраться, прояснится какая-то ситуация. Но так вот глобального, чтобы какого-то одного, да, вопроса или темы, или какой-то задачи, к чему вы уже получите итог в октябре, ну, по этой карте я сказать не могу. Наверное, это какие-то большие вопросы, связанные, опять же, не с вами, а с вашим окружением, мои дорогие козероги. Что же нового тогда войдет в вашу жизнь, или какие двери будут открыты? Но тут как будто вы разбираетесь с какой-то предыдущей ситуацией, и по тройке мечей это разочарования, которые были в прошлом. Это то, что, знаете, нас когда-то очень больно ранило. И, как ни странно, какие двери будут открыты. Да практически все будут двери открыты, потому что, мои дорогие козероги, по этой карте у вас какая-то прежняя, может быть, ошибка, ваша ошибка. Может быть, она касалась личной жизни. Или это было какое-то предательство, или был какой-то очень сложный период жизни, когда, ну, вот израненное сердце, когда мы не могли, может быть, даже себя словно собрать воедино, да, и строить какие-то планы на будущее. И вот, как ни странно, вот этот предыдущий опыт, он нас закалил, сделал сильнее, и какую-то ошибку мы попросту не захотим повторить. Значит, будет какая-то ситуация, когда какие двери будут открыты. Человек о себе может напомнить из прошлого. Или тот человек, который вам как раз вот подобное что-то предоставил, устроил, или с ним были связаны эти эмоции. И здесь вы поймете, что нет, мне туда не надо. Я еще раз повторять какую-то свою оплошность не буду. Я не стану искать где-то там еще раз эти грабли, чтобы потом из сложной ситуации или эмоционального состояния словно
выкарабкиваться. Поэтому, наверное, карта информационного хаоса вы будете очень, знаете, так, делить надвое. Что люди сказали? Вам самим, видимо, этого захочется. И часто по карте Луна вы будете задавать, могу я доверять этому человеку или нет. Для кого-то из вас смена окружения может конкретно пройти в октябре месяце. Хотим вы того или нет, вы захотите каждого словно человека, который в вашем близком окружении, разобрать, может быть, разложить ваши отношения по полочкам. Могу ли я этому человеку доверять и как долго это доверие может продлиться, а не подставить ли буквально меня этот человек. Или не окажусь ли я, когда какая-то ситуация патовая, не окажусь ли я один на один с какими-то сложностями, не будет ли повторение какой-то моей прежней ошибки. Вот здесь больше хладнокровия, наверное, вас, мои дорогие козероги, ну почему-то так. Потому что, видимо, есть то, что пережито, и оно каким-то образом о себе напомнит в октябре. И что бы ни было вокруг вас, что какие бы ни были обстоятельства, есть одна главенствующая тема, что я не хочу, как раньше. И завершение чего-то. Вот, наверное, тут не столько чего-то нового касается у вас октябрь, сколько я расставляю все точки над «и» или какой-то последний аккорд. Что может помешать? Деньги будут, девятка пентаклей, деньги есть. И, кстати, по деньгам иногда бывает так, что вы можете быть для кого-то очень привлекательным. У вас прочное положение по финансам. И где-то это может помешать в каком смысле? Люди, может быть, вот если мы говорим про окружение, которые видят только материальный какой-то подтекст отношений с вами, они вас и заставят как раз пересмотреть отношения. Для вас-то как раз финансово все очень благополучно, но вы, может быть, опять же, возвращаясь к окружению, потому что вокруг этого крутятся карты, можете подумать, я хочу, чтобы меня воспринимали таким, какой я есть или какая есть. Не за мои какие-то заслуги, а мне хочется какой-то душевности. А люди могут видеть именно какой-то материальную для себя выгоду, может быть и так. С другой стороны, если промешать, что нам может, это ведь где-то карта нашей уверенности, уверенности в сегодняшнем и в завтрашнем дне. Поэтому мы не можем потратить на что-то деньги, вот правда. Для вас, наверное, мои дорогие козероги, с тратами нужно быть аккуратной. Во-первых, девятка всегда по нумерологии преддверие перемен. Что-то будет меняться. Карта подсказывает, тебе в последующем пригодятся деньги. Поэтому, если у кого-то на кону что-то очень важное стоит, или что-то вы уже просчитывали по тратам, да, предстоящим, значит, делайте очень осмысленно это, потому что рядом еще, тем более, у нас карта Луна в неожиданностях. Тут ведь могут открыться какие-то новые детали дела или какого-то вашего, может быть, вы хотите заключить контракт, соглашение, и, значит, нам нужно все детализировать, ничего не оставить, знаете, как, может быть, само разберется, или, может быть, потом отстроится, или как-то оно будет. Вот эти все фразы, они неприменимы в октябре. Здесь вы должны как будто исключить риск, сделать что-то наверняка. Слушайте свою интуицию, она вам будет помогать. Но материальное положение как раз как будто для вас будет очень надежным. Что нам будет помогать? Ожидание вообще-то это карта. И у нас выпала пара. Для кого-то из вас вам будет помогать ваш партнер, правда? Для кого-то из вас может проиграться ожидание, не совсем, но, может быть, известие о беременности. Может быть, вы для девушек, для женщин, вы узнали об этом, может быть, и в сентябре или там месяцем раньше, и какая-то неспешность, как вашего ритма жизненного, она где-то будет помогать. Может быть, это ожидание решения какого-то вопроса или само по себе спокойное течение жизни для вас. Или
вопросы в личной жизни мы говорим, да, когда ваш партнер будет вас поддерживать в каких-то ваших начинаниях. Но есть что-то такое от эмоций приятное, когда вас будет радовать и одновременно вдохновлять и эмоционально подпитывать, мои дорогие козероги. То есть личная жизнь, она все-таки такая, знаете, больше нам не говорят о страсти, а о теплых душевных отношениях. Значит, есть такой партнер, или он должен быть для тех, кто один или одна, мои дорогие. Нельзя быть одному или одной, для кого-то как раз может свидетельствовать о том, что тройка мечей, прежняя какая-то история, она может быть у вас и была со знаком минус, но это не значит, что, обжегшись на молоке, мы теперь будем дуть на воду. Все равно жизнь берет свое, и мы должны где-то построить и личное счастье. Без него невозможно чувствовать себя полноценно счастливым. Вот где-то и такой вариант может проигрываться тоже. Давайте мы узнаем дела, работа, бизнес. Что для вас? Пятерка кубков, есть какое-то сожаление по тому проекту, который не случился. И тут самое главное – это карта апатии. Очень примечательно, что рядом карта Луна у нас оказывается, и мы просто не видим пока каких-то новых возможностей. И всего-то навсего развернуться на 180 градусов и увидеть, что не только 3 кубка разлитых, а совершенно целых 2 стоят за спиной. Мы можем не видеть каких-то возможностей или из-за каких-то помех, или если мы действуем по старинке, или, мои дорогие, если мы устроим себе какую-то глубокую философию, а нам туда как будто точно не нужно. Поэтому будьте внимательны к самому себе. Нет никаких помех, по сути это дело, но есть, видимо, какие-то эмоции и есть о чем-то сожаление. Что у нас по финансам? Новые способы заработка, какое-то вдохновение по деньгам. У нас показан шут, тот, который жонглирует практически всем зодиаком. Может быть, и вам придется быть вот такими жонглерами, кто знает, для того, чтобы какой-то финансовый вопрос либо решить, либо продвинуть, либо не остаться у разбитого корыта и придется где-то манипулировать, мои дорогие. Правда. Поэтому по этой карте это работа интеллекта в первую очередь, именно в этой колоде. И примечательные слова Эйнштейна, который сказал: только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. И я должна сказать, что карта шута Таро иллюминатов называется «Хаос перед началом творения». То есть еще творение не началось, есть какой-то хаос. Но значит, какая-то даже неразбериха для вас финансовых может означать какую-то прибыль или какие-то новые возможности заработка. Или, мои дорогие, обстановка вокруг вас меняется, и здесь нужно словно использовать во благо себе какую-то новизну момента. Или это, может быть, касается вашей работы. Или есть какая-то разрозненная информация, значит, нам нужно тоже ее либо объединить, либо какое-то рациональное зерно все-таки извлечь, потому что по этой карте мы что-то начинаем. Это само по себе вдохновение и какие-то перспективы. Но, опять же, по деньгам мы собой не рискуем. Не только, я бы сказала, в деньгах. Вот то, что я говорила, не повторяюсь, по 9 пентаклей. Но здесь, видимо, вообще любой риск должен быть исключен. У нас, опять же, карта Луна. Нельзя действовать по наитию. Нельзя действовать на авось. Сказала бы, нельзя играть в азартные игры или в какую-то лотерею. Внимание к финансам, несмотря на то, что деньги будут. Что в личной жизни? А здесь нам где-то и про финансы говорят, и про какой-то, опять же, с элементом новизны финансовый проект, или, может быть, это на работе, на вашей все же вот такие происходят перемены, как, например, смена графика работы, или поменялось руководство, поменялись какие-то приказы или внутренние установки. Нам тоже придется адаптироваться к какой-то ситуации на работе, как будто для нас все равно могут означать какие-то, как с элементом новизны, новые либо должность, либо перспективы роста, либо что-то такое, то, что будет идти в рост. Потому что по пажу Пентаклей всегда в рост. Но это какой-то начальный период, и дальше идут уже развиваться события, когда мы видим больше результат. А для кого-то из вас это вопросы, связанные с детьми. И вы, может быть, будете участвовать в жизни вашего ребенка именно как
может быть, платить за учебу, все-таки пентакли, или ваши даже взрослые уже дети, вы будете им как-то помогать в чем-то. Для кого-то из вас, мои дорогие, это могут быть и внуки, и значит, какой-то ваш жизненный ритм тоже будет пересмотрен вами же самими, или какой-то свой график. Но есть элемент того, что мы как будто будем делать то, что не делали прежде, или в каких-то новых условиях, или с какими-то новыми обстоятельствами, но и с новым вдохновением. Будет то, что, безусловно, будет радовать, но будет и то, в чем захочется разобраться и к чему-то больше не возвращаться. Давайте мы карту совета. Посмотрите, шестерка пентаклей. Правда, мои дорогие козероги, финансовая история у вас как не просто со знаком плюс, а вы можете как будто для себя какой-то дальнейший успех именно финансовый, через финансы. У кого-то это может касаться бизнеса. Как будто пусть мы где-то не увидим полной прибыли даже в октябре. Хотя нам несколько карт уже сказали, деньги есть. Но по этой карте это на последующий еще какой-то период, с учетом пажа пентаклей, как будто деньги будут расти. Значит, какой-то из проектов определенно, как мы говорим, выстрелит финансово и вас порадует. Но если мы говорим о совете этой карты, шестерка пентаклей, карта финансового успеха, она говорит, не давай денег в долг, мои дорогие. И все то, что я говорила по девятке пентаклей, эта карта еще раз подтверждает. Поэтому на своей волне быть и быть прозорливому, внимательному, исключать какие-то риски. Ну, наверное, вот так по козерожью вы умеете все просчитать. Вы очень реалисты, хорошие мои дорогие козероги. Вы умеете этот баланс в жизни провести. И он, видимо, где-то вас будет направлять, принимать решения, может быть, через финансы где-то. Вы пересмотрите, как отношения с людьми, как взаимодействие с вашим окружением, пересмотрите вопросы работы. Но, видимо, финансы – это основной лейтмотив на октябрь месяц. И там как раз у вас порядок. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы и любимы всегда.